Это простая картошка, и сегодня с нее я попробую сделать вот такую батарейку. Как вы думаете, получится у меня это или нет? С помощью вот такого устройства мультиметра я проверю, сколько же напряжения выдает наша импровизированная батарейка с картошки. Но сначала проверим, какое же напряжение в обычной батарейке. И это 1,5 вольт, что является обычным напряжением для такого вида батарей. Сама же картошка не несет вообще никакого заряда и подходит только для приготовления какого-то блюда. Так как же с картошки сделать вот такую батарейку? Для этого нам понадобятся вот такие пластинки из цинка и меди, которые будут выполнять функцию катода и анода. Для создания батареи нам понадобятся вот такие провода, потому что, забегая наперед, хочу сказать, что таких картофельных батарей будет несколько, и нам придется соединять их между собой. А чтобы этот процесс был простым и надежным, я использую вот такие крокодильчики. Пришло время нашей картошки. И сначала мы создадим нашу первую картофельную батарейку. Для этого мы вставляем в нее нашу цинковую и медную пластины, к которым через крокодильчики подключаем наш прибор. И я просто не верю своим глазам. Наша картофельная батарейка выдает 0,9 вольта, почти 1 вольт. Это происходит потому, что ионы, высвобождаемые из солей и кислот в соке картофеля, начинают движение от цинкового электрода к медному, замыкая цепь и генерируя ток. Вот так и работает наша картофельная батарейка. Но, к сожалению, этого напряжения не хватает, чтобы запитать даже очень маленький диод. Я сначала подумал, что он бракованный, и проверил его на батарейке и чуть не ослеп. Светит он невероятно ярко. Теперь нам нужно собрать цепочку как минимум с 5 картофелин, так как одна батарея не в состоянии выполнить даже самую элементарную задачу. Теперь осталось только соединить наши батарейки между собой и проверить, удастся ли наш картофельный эксперимент или он потерпит фиаско. В результате мы получили вот такую картофельную цепочку. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько вольт она покажет. Наша батарея выдает 5,1 вольта, что я считаю очень большим успехом. И уже такая батарея заставляет наш диод светиться. Честно говоря, я даже не ожидал на такой результат. Давайте попробуем теперь что-то более масштабное, например, зарядить мобильный телефон. Для этого я использую вот такой провод. Подключаем разъем к телефону, а свободные проводки к нашей батарее. И телефон действительно начинает заряжаться. Давайте проверим, на сколько процентов он зарядится за 15 минут. За это время телефон зарядился всего лишь на 1%, поэтому такой процесс зарядки я никому бы не рекомендовал. Давайте пойдем немножко дальше и проверим возможности лимона в создании такой батарейки. Сможет ли он, как и картошка, запитать хотя бы маленький диодик? Подключив наши пластины к лимону, мы получаем вот такую красивую батарейку, и к тому же очень ароматную. Подключаем наш лимон по старой схеме и получаем 0,88 вольта, что чуть-чуть ниже, чем у картошки. У нас получается вот такая цепочка с лимонов, которая выдает 4,5 вольта, что ниже, чем у картофельных батареек. Но даже такое напряжение все равно заставляет диод светиться. Кстати, я заметил, что после всех экспериментов цинковая пластинка немножко окислилась, а медная практически не изменилась. Создать батарейку с картофеля или лимона это возможно, но совсем не практично. Поэтому стандартные батарейки еще долгие годы будут незаменимы и не будут иметь конкурентов, по крайней мере среди овощей и фруктов. Я очень старался сделать это видео очень полезным и интересным для моих зрителей. Поэтому, если вам понравилось, поставьте лайк этому видео, подпишитесь и не забудьте оставить комментарий. Меня это очень сильно порадует.